Не медведь на ухо наступил. Так говорят люди, которые уверены в том, что у них нет музыкального слуха. В этом они уверены, потому что не попадают в ноты, когда поют, или они не могут подобрать мелодию любимой композиции. Как проверить музыкальный слух? Над чем работать интенсивнее? Стоит ли сразу расстраиваться? Давайте выясним сегодня. И давайте начнем со способов проверки слуха. Есть несколько проверенных способов определить, есть ли у вас музыкальный слух или его нужно просто развивать. Например, попросите кого-нибудь сыграть одну ноту. Прослушав ее, запоминайте ее, и потом пусть вам в разброс нажимают клавиши, пока вы не услышите ту нотку, которую сыграли первой. Повторите так несколько раз. Если получилось угадать ноту по ее звучанию, значит со слухом у вас все в порядке. Второй способ. Пусть нажимают ноты, но в разных октавах, а вам требуется назвать их, если вы уже знакомы со звуковысотностью и названиями ноток, вне зависимости от ее расположения, то есть внизу, вверху, посередине, то есть в регистрах. Только не халтурьте, не называйте наугад, иначе в этом будет смысл, если вы будете просто гадать. Давайте поговорим о способах проверки ритма. Например, берете в руки по карандашу и садитесь за стол. Помощник ваш молча выстукивает карандашом какой-нибудь ритм, примерно 5-7 секунд. А вы стараетесь воспроизвести этот ритм как можно точнее, выдерживая все паузы и все длительности. Повторите так 5-10 раз, постепенно усложняя рисунки. Либо вы с таким же успехом можете ритм просто прохлопать. Если же вы уже владеете азами игры на фортепиано, то вам будет полезен музыкальный слуховой устный диктант. Для начала можно делать так. Вам играют по очереди одиночные звуки в той октаве, где вам удобно будет петь. А вы пытаетесь попасть голосом в унисон тем звукам, которые вы слышите. Когда вы потренируетесь так некоторое время, то переходите к наиболее точному и усовершенствованному способу проверки сразу же музыкального слуха и музыкального ритма. Открываем ноты для первого класса и просим помощника, особенно хорошо, если этот человек владеет инструментом каким-либо, медленно, выдерживая все паузы и длительности нот, сыграйте вам пару тактов. Вы в это время записываете то, что слышите, записывайте это в нотной тетради. Написав, проверяете с оригиналом и, увидев ошибки, если таковые будут, прикладывайте все силы, чтобы исправить их в будущем. Такой способ подходит тем, кто уже, конечно же, знаком с записью нот, с их написанием, со звуковысотностью, а также с паузами и размерами. Верьте в себя и свои способности, больше практики и тренировок, и тогда вас ждет успех. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!